Всем привет! Вау, сколько людей, друзья! Как я всегда радуюсь. Каждый раз, как не буду сюда, а все больше и больше гостей. Непонятно, что происходит. Здравствуйте, здравствуйте! Какие у меня сегодня удивительные гости. Посмотрите. Нуржан, Елена. Ну, радуюсь, как всегда. Давайте начинать. Что, друзья, как дела у вас? Как настроение? Прекрасно, Ваня. Ты сегодня радуешь нас в этот вечер. Говоришь, что что-то будет интересненькое, какие-то гости интересные придут еще. Да. Еще у него интересная прическа. Ты последний из магикан, Ваня? Как называется прическа? Это называется, брат, Апачи. И, кстати, мой мастер, у которого постригся, он сказал, что скоро будет не только вся Алания так ходить, скоро вообще все так будут ходить. Ну, супер. Так, вот куда я тоже стремлюсь, да? Да. Потихоньку О, да. готовлюсь. Ты хочешь так, чтобы я сделал, да? Нуржан, тебе тоже придется. Ну окей, как скажешь. Он сказал, кстати, что от этого никуда не денешься, никуда не убежишь. Так же, как и великолепных новостей, которые мы сегодня, друзья, вам расскажем. Слушай, Ваня, уже выпуск имеет популярность, я вижу, в комментариях люди интересуются. Слушай, Ваня, давай назовем как-то шоу. Я тебе предлагаю Иманбек шоу. Я думаю, что классно звучит. Как ты думаешь? Звучит круто, тем более, что мне Иманбек нравится. Иманбек же этот Грэмми получил. А пускай наши зрители, да, скажут, это нормальное название, ну или надо что-то еще подумать. Так-то да, уже шоу сколько выходит, уже можно бы назваться. Пора уже назваться, да? Уже сколько? Ну, крутое Ты на свет предложение. появился, это шоу уже 4 недели, да, вроде бы? 4 недели, да. Представь, 4 недели Месяц, без да? названия. Месяц, да. Да. Ну, Уже- спасибо, Нуржан, за такое предложение. Пожалуйста. Я думаю, что это отметят также и твои поклонники в комментариях. Привет. На нашем канале вышел фильм про Санжара Жубанова, где мы поговорили подробно, почему людей со всего мира привлекает Казахстан, привлекает культура Казахстана, еда из Казахстана. И он мне объяснил, почему вот у нас тоже, у всех, даже у тех, кто не родился в Казахстане, у них тяга ко всему казахскому. Ну, естественно, виноват в этом Димаш, в первую очередь, потому что он для нас открыл Казахстан. Но и кроме этого, что вы можете посмотреть в нашем фильме, если его посмотрите? Классный фильм, я его посмотрел. Мне очень понравился. Особенно, знаешь, я что подумал? Он же показывал, развернул такую Картину. картину, да, и я подумал, у него купить, если он порвал. Он, кстати, будет небольшой, открою секрет, точнее, сделаю небольшую рекламу. Потому что для таких людей делать рекламу всегда приятно. У него будет выставка здесь в Алании. В тему тогда, значит. Планируется выставка здесь в Алании, и можно будет посмотреть его работы. Я не знаю, как насчет покупки, как это происходит, но посмотреть точно можно будет. Я посмотрел в интернете многие из его картин. Это, конечно... Там вот попахивает мистицизм, да, немного, вот этот Да. круг, потом философия кочевника, тенгрианство и вроде бы все. Что-то еще определенное есть. Мне он так интересно рассказывает, прям в это входишь, и я вот смотрел на него. Тоже как бы некий транс, да? Нет, ну человек понимает, о чем он говорит, но не все могут понять. Да. То есть надо это вслушиваться, вдумываться о том, что он говорит. Ну, Это картина выражает его внутренний мир. Заметь, какая картина интересная. То есть это вселенная, это мир, это движение. Я могу сказать, что и сам Санжар Жубанов, и его картины, они заставляют задуматься. Потому что он, когда картину это пишет, он каждую точку делает вручную. И то есть ты представляешь, какой уровень контроля, сосредоточенности нужно иметь, чтобы вот эти вот точки вот так вот расставлять, потом в итоге получилась вот картина. Ну вот. Не зря же я хочу для тебя. Да. Но Будет возможность. появится такая возможность. Так же, кстати, как и появится возможность у аланийцев увидеть рэпера Какого? из Казахстана. Джахали приезжает 9, Да, точно, 9 числа. 9 июня. Вот у него здесь концерт. Говорят, уже нет билетов. Да? Да. Ты не успел еще Не приобрести? знаю. Не, я ему написал в Инстаграм. Ага. Но пока что не знаю, наверное, он еще не увидел. Будем ждать ответа. Надеюсь, он увидит шоу, да? Надеюсь, он увидит, да, очень хочется. Ты можешь конечно, просто вырезать и придумать. написать Джа Халиб, посмотри меня. И запустить в Инстаграм, так и сделаем, да? Да, хочется, конечно, я про него уже рассказывал в серии фильмов о феномене казахов, потому что он тоже очень интересный человек, супер популярный рэпер. Он, кстати, работал с Айсултаном Сиитовым, это клипмейкер, Клипмейкер.
Сняли они клип «Мадина». Слушай, а сейчас Аль-Султан выпускает фильм, или, по-моему, трейлер вышел, да? Да. Вот И очень интересно. еще, вот Лена рассказывала нам в одном из выпусков новостей, что Султан комментировал пост да. Манбека, да, и, возможно, что-то они там... Джа и Иманбек? Вау, вот это было бы круто. Прикольно. И это все в Алании, да? И здесь, на этом шоу, да? Да, тогда, ну, хотелось бы тогда, конечно, чтобы Димаш тоже приехал. Вы же знаете, Димаш сейчас путешествует. Да, кстати, мы следим. Да. Он поехал. Сначала в Стамбуле засветился, потом в Греции появился. Точнее, как... Слушай, Греция здесь рукой подать. Может, Да. ты ему позвонишь? Он потом выгрузил фотографию, где он вот стоит в воде, а сейчас он вообще в Мекке. Мекки, да. Ну, тоже относительно недалеко от Алании. Ну, Это серьезно. Слушай, получается, Алания... Получается, все близко к Алании, да? Ну, должна же быть точка сборки. То есть одно место, куда притяжение. Сейчас же не просто так все это происходит. Не просто так, То значит, есть место Дубая занимает Алания. Хотя вот мои слова надо будет прослушать лет через 10, наверное, да? Если я Сохрани и не вырежу, вырежу на монтаже. Лена, у тебя как дела? У меня хорошо, отлично. Что ждешь от меня? Хорошенько По поводу отдохнула. Димаша хотела сказать. Кстати, ты начал разговор, и я вспомнила, что у меня тоже есть новость про Димаша. Вау. Я тебе сейчас расскажу, что на сегодняшний момент Димаш захватил сразу 3 места в чарте Billboard. Песня «Окей», новенькая, свежеиспечененькая. Песня «Окей» Димаша Кудайбергена попала в топ-10 хит-парада Billboard's Hot Trending Songs. Вау. В чарте также есть еще 2 его композиции. Это «Fly Away», который на 7-м месте находится в топ-10. И находится там, между прочим, уже 22 недели. И еще «Be With Me», которая занимает 14-ю строчку чарта. И находится она 24 недели в этом международном музыкальном Вау, браво! Аплодисменты! Вау! Ух ты, это хорошая новость. Так что за Димашем только следите за его успехами, за его передвижениями и какими-то новыми проектами интересными. Только все открываем и открываем для себя с новых сторон. Слушай, теперь, наверное, не буду в Америке задаваться вопросом, а Казахстан-то где? То есть уже они знают о Димаше, соответственно, они будут узнавать о Казахстане. Да, теперь в Америке Димаш ассоциируется с Казахстаном. Это круто, конечно. Да. А вы знаете, клип же снимали в Санкт-Петербурге. Я из Санкт-Петербурга. И я пообщался с актрисой, познакомился, с актрисой, которая играла главную роль. Сейчас уже мы все увидели и кадры с бэкстейджа, и так интересно, да, как работа проводится. Узнал я сразу Питер, сразу так ностальгия, но быстро прошло. Когда увидел там вот эту слякоть, грязь, я остался. Потом открыл окно. Да, потом вышел, дошел до Клеопатры, занырнул, и ностальгию как рукой сняла. Как волной смыло. Да, но при этом очень люблю Санкт-Петербург, очень надеюсь, что когда-нибудь будет шанс приехать туда, погостить. Ты хочешь погостить уже в Питере? И уехать. Я тоже скучаю по Питеру иногда. Я сама с Калининграда, 6 лет училась в Питере, жила, и потом в Казани жила. Не, на самом деле актриса шикарная и хорошо очень играет, мне понравилось, как она исполняет роль. Классная актриса, классно сыграла с Димашем. Я думаю, что у нее большое будущее теперь будет после этого клипа. Акжол. Ну, я понял, что она теперь тоже поклонница творчества Димаша. Ну еще бы. Это было бы странно, если бы она прикоснулась к творчеству и не стала его поклонницей. А творчество Димаша, как вы знаете, друзья, оно благотворно влияет не только на творчество, но еще и на здоровье. Так же, как и на здоровье прекрасно влияет наша солнечная Алания. И у меня, друзья, сегодня гости, которые приехали сюда, буквально на 10, 12, 14 дней, небольшой отпуск. Еще они не знают, они еще приехали. Ну, как в Казахстан приезжаешь, обратно билетов не берешь. Вдруг задержишься. Приехали поправить здоровье здесь, отдохнуть, покупаться. Это 2 обаятельные опашки, с которыми мы уже вчера немного потусовались на яхте, поужинали. Сегодня они пришли к нам в гости и хотят рассказать немножко о своих впечатлениях. Ну, давайте приглашать их. Встречаем!
Друзья, у меня сегодня удивительные гости. Вообще Аланию, можно сказать, что захватывают казахи. Но раньше говорили, что это молодые казахи, а теперь я уже вижу, как апашки и ажешки захватывают, тоже приезжают в гости. И сегодня у меня в гостях удивительная Гульжамал Апа и Шарван Дюсимбаевна. Сегодня в нашей студии. Друзья, поприветствуйте! Как я рад сегодня вас видеть. Мы вчера с вами уже хорошенько потусовались на яхте, поужинали в ресторане. Как у вас настроение? Прекрасное настроение. Мы тоже хорошо отдохнули, были на море, прекрасно себя чувствуем. Прекрасная природа, замечательные люди. Вот мы идем, встречаемся с турками, иностранцами, так они все, особенно почему-то Гульжамал Апа, начинают обнимать, расспрашивают, улыбаются, здороваются. Мне кажется, это потому, что они очень уважительно относятся к старости. Вот к пожилым людям очень уважительно. И нас это очень радует. Ведь казахи тоже народ очень гостеприимный. И здесь мне люди, люди очень понравились. Я думал, здесь это одни турки, а нет, все и русские, и казахи, Да, все совсем. Встретили несколько семей казахов. Вот тот раз, когда первый раз приехали, мы это море купались, бабушкой там, я везде был, такое место не нашла, говорит. Вот я теперь куплю себе дом, квартиру, говорит, и постоянно буду приезжать, говорит. Как на дачу, как на дачу, конечно, можно приезжать буду. Куда деваться? У меня дочка здесь. Уже познакомились с много людьми. И русские, разговариваем. Общительные люди, в общем, здесь. Мне так понравилось. Да. Да. Все как свои. Они приняли, мы приехали, как свои. Приняли. Люди разных национальностей. Люди обнимают мне, головой платок одел. Вот так и прямо встречать, смеется, понимает, не понимает, все равно какие-то впечатления и тепло. Я еще хочу вам рассказать, если вы знаете, есть такой певец из Казахстана, Димаш Кудайберген. Ну а как же, это гордость Казахстана. И мы его все любим. И он сейчас создает такую традицию, он старших своих родителей возит по всему миру вместе с собой, в Дубай свозил, и вот сейчас в Саудовскую Аравию тоже в Мекку повез. И я вот хочу спросить, а вы как думаете, как это сейчас вот так происходит? Почему такой тренд появляется и как он повлияет в будущем вот на, не только на казахстанцев, но и на весь мир? Ну и Маша мы любим. Молодой парень, талантливый, успеваемся. И родители их тоже радуются так, что за границей везде ездит. Постоянно любим и смотрим телевизор, когда он вступает. Да, хороший парень. Я думаю, все мир знает уже. Это замечательная традиция будет для казахстанцев и вообще не только для казахстанцев, для всей молодежи, чтобы они заботились о своих родителях. Очень любит бабушку, дедушку свою, обнимает нас, а мы смотрим, такой умный парень. Пускай дальше Аллах, пускай жизнь дольше его держит. Хороший парень, всем и русским, и всем понравился со всего мира. Дальше пускай продолжает так. Мы рады за это. Да, Димаш – это гордость нашего народа. Очень талантливый парень. Я думаю, он далеко пойдет. Мы за него очень рады. О, рахмет. Да, мы желаем со своей стороны вам огромного здоровья. Вот. Буду рад, если вы каждый год будете радовать нас, аланийцев, своим присутствием. Будете приезжать, будем обязательно встречаться. И будете приходить в гости к нам на наше вечернее шоу. Да, у меня тоже свой есть, я тоже своего рода вот
что-то записываю, и тоже куда-то высылаю. Да, в общем. Тогда нам нужно сказать, я своего что рода. к вам подписались на ваш Инстаграм. Да, у меня вот я снимаю все, что вижу, что мне интересно здесь, какие вот людей некоторых снимаю, здания, которые меня чем-то заинтересовали. Вот, ну, в общем, я начала только вот несколько дней. Да, я подружкам своим отправляю, друзьям своим, родственникам. Все хотят, ой, как мы все очень довольны. Хотели вот вы там сидите, вот это все тоже отправил. Так, ну раз у вас тогда начинается ваш канал, да, свой, Инстаграм, я должен сказать Акжол, правильно? Да. О, молодец. О, молодец, Ваня, прям. Ну ладно, спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Слушай, 80 лет это нормальный возраст, чтобы путешествовать. Это я говорю, потому что у меня Жека также в этом возрасте была в Египте, в Турцию ездила, она в Чехию ездила, так что с 80 только жизнь начинается. Ну, да. Понимаешь? Это точно. Полностью согласен. И у меня будет новость в ближайшем новостном выпуске про путешественников. Поэтому вообще возраст ничему не предел. Выходите за рамки возраста, не думайте о возрасте, путешествуйте, занимайтесь чем хотите. Также, действительно, я с вами согласен. И также можно смотреть за бабушками Димаша, который тоже сейчас путешествует вместе со своим внуком по всему миру. И Димаш привез их в Мекку. Димаш сам сейчас в Мекке. Кстати, это же тема, которую мы не продолжили. Вот у нас такой получается сегодня выпуск комбинированный. Я предлагаю на этой теме чуть-чуть поговорить, чуть-чуть остановиться. Я вот был в 2019 году, получил незабываемые впечатления. Это очень, то есть это духовный рост, понимаешь? И я думаю, что у Димаша новый этап. Да, новый этап его жизни. Слушай, а может быть этот новый этап, хоть чуть-чуть будет связан с Америкой? Как вы думаете? Аминь. Хотелось бы, да, чтобы Димаш направился в Америку. Тем более, что вот как мы сегодня обсуждали, его песня новая «Окей» занимает уже там места, уже в Америке. Можно сказать, что Димаш еще вот когда он сотрудничал с Уолтером Афанасьевым, у них есть одна песня в заготовке, он уже, можно сказать, что одной ногой как бы вот туда вот в Америку уже прикоснулся пальчиком. Да, а мы, конечно, со своей стороны очень хотели, чтобы он туда приехал. Ну, если он заедет в Аланию, мы не будем против, правильно? Вот только ждем. Только пригласи его. Только вот стульчик уже у нас тут рядом стоит. Ну, гости, свободный. Вы же не против? Да. Друзья, ну что, такой вот интересный у нас сегодня получился вечер. Смотрите, придумали новое название, да, для нашего придумали, шоу. Что это будет праздник. Да, нужно одобрение. Ладно, хорошо придумали. Нуржан придумал. Нет, я говорю, одобрение. Ладно. Да, еще варианты принимаются. Нуржан придумал, да. Ваши варианты тоже, друзья, принимаются. Напомню, что вы как-то помогли нам назвать наш канал Алга Петербург, когда писали в комментариях Алга, ребята. В общем, ну и на следующей неделе нас ждет очень много чего интересного. Лена нам приготовит интересные новости. Нуржан, что приготовишь? Я поддержу вас, как всегда. Нуржан поддержит нас лайками и комментариями. Друзья, вы тоже можете это сделать. Ставьте ваши лайки, ставьте комментарии. Спасибо, наши уважаемые зрители, что вы пришли к нам сегодня. Спасибо большое. Вы правда рады, что вы к нам приходите и вот радуете нас своими улыбками. Постоянные зрители наши. Живая публика, это я вот вообще считаю, что самое лучшее, что может быть. Сегодня как никогда. Раз. Давай. В общем, друзья, ну на этом все. Всем пока. Спасибо. Хорошей вам недели. Спасибо, что посмотрели. Пока.